Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Окна» на YouTube и Рутуб платформах российского информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». С вами я, ее ведущий Фархат Ибрагимов. В нашей программе, традиционно вместе с нашими экспертами и гостями, мы обсуждаем, дискутируем и говорим о наиболее важных и заметных событиях, прошедших как у нас в стране, так и за ее пределами. И сегодня мы поговорим о текущей ситуации на Ближнем Востоке. Поводом обсуждения нашей сегодняшней темы в рамках нашей передачи стало то, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху совершил официальный визит в Соединенные Штаты Америки и встретился с Трампом. Таким образом, Нетаньяху стал первым иностранным лидером, которого встретил американский президент после вступления в должность 20 января этого года. И на самом деле, в принципе, израило-американские отношения всегда отличались такой особой историей. Израиль является одним из важнейших партнеров Штатов в регионе Ближнего Востока. Ситуация в регионе довольно шаткая, неоднозначная, подвешена в воздухе и, конечно, вызывает очень много вопросов. И этот визит, который одни эксперты оценивают как чрезвычайно успешным для Израиля, другие считают, что ничего нового в принципе не произошло, все как бы по стандартам. Так или иначе, обсудим все эти нюансы с человеком, который глубоко и профессионально разбирается в тонкостях и израильской политики, и всего Ближнего Востока. У нас сегодня в гостях на прямой связи из Израиля общественный деятель, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Иосифович Кедми. Яков Иосифович, я вас приветствую. Добрый день. Спасибо, что нашли время с нами сегодня поговорить. Яков Иосифович, у меня на самом деле накопилось к вам огромное количество вопросов. Действительно, как я уже до этого отметил, отношения между Израилем и США носят такой стратегический характер. Нетаньяху давно ждал встречи с Трампом, он сам об этом, собственно говоря, и сказал. И много чего происходит интересного вокруг того же Ирана. Одни гадают, что все-таки американцы объявят какую-то войну против Исламской Республики. Другие считают, что это все просто болтовня и общие слова, не надо на них обращать внимание. Но так или иначе, по итогам визита Трамп обещал дальше давить на Иран, но не было сказано о том, будет ли Израиль бомбить иранские ядерные объекты. Во-вторых, такой символический жест. Нетаньяху на встрече с Трампом подарил ему золотой пейджер. Ну, кто не помнит, как раз-таки пейджеры взрывались в сентябре, в октябре месяца прошлого года в руках людей, которые имели прямое отношение к ливанской группировке Хезболла. И вот, собственно говоря, Хезболла была обезврежена силами израильских спецслужб с помощью этих самых пейджеров. Это была целая такая проведена операция специальная. Яков Иосифович, что думаете по поводу итогов этого визита? Что он даст Израилю и региону Ближнего Востока? Как вы вообще оцениваете этот визит? Прошу вас. Ну, чтобы понять это, надо сначала попытаться понять несколько вопросов, связанных с этим. Первое, какие цели были этого визита и почему был этот визит, и почему визит начался с Нетаньяху. Второе, что конкретно было решено. Третье, что из того, что сказано, понимая, что сказано и почему, имеет шансы быть реализован. И, соответственно, и тогда можно будет больше понять, что такое. Ну, почему первый иностранный представитель, с которым встретился Трамп, это был Нетаньяху? Одна из основных срочных проблем, которые сегодня стоят, которые занимаются Соединенные Штаты, это соглашение между Хамасом и Израилем об освобождении заложников и освобождении вооруженных террористов, арестованных террористов в израильских тюрьмах. И это соглашение должно, согласно букве, которая там написана, закончиться освобождением всех заложников, получением Хамаса более 1000 террористов, из них более 100 наиболее тяжелых, и выходом израильской армии из сектора Газа. Все эти вещи взаимосвязаны, и это соглашение было достигнуто под прямым давлением Трампа. Значение этого соглашения, выполнение этого соглашения, ну, кроме чисто морального характера,
оно одно. Если оно будет выполнено так, как оно записано, у Нетаньяху не будет правительства. Выполнение этого соглашения, которое предусматривает выход израильских войск из Газы, разобьет окончательно правительственную коалицию. Это значит новые выборы, нет правительства Нетаньяху. Поскольку основную скрипку играют в решениях, в реальных решениях вопросов сейчас на Ближнем Востоке, из-за их огромного влияния как в Израиле, так и в арабских странах, имеет президент Соединенных Штатов необходимость, чтобы что-то сделать или не делать, получить от него разрешение. И это цель с точки зрения Нетаньяху. А с точки зрения Соединенных Штатов, первый, кому позвонил Трамп, это был наследный принц Саудовской Аравии. Не Нетаньяху. Потому что основная цель Соединенных Штатов на Ближнем Востоке – это арабские страны, Иран и создание более удобной для Соединенных Штатов обстановки на Ближнем Востоке, которая требует мира, утихомирить Ближний Восток. В отношении арабских стран основная цель Трампа и основная цель Саудовской Аравии. Саудовская Аравия больше всего хочет подписать соглашение о взаимной безопасности и гарантиях безопасности Соединенных Штатов по отношению к Саудовской Аравии при условии какой-либо ей опасности. Что американцы и американская армия защитит Саудовскую Аравию. Это первое основное условие, чего цель, чего хочет Саудовская Аравия. И поэтому они надеются больше всего получить для этого крышу Соединенных Штатов. Второе, что хочет Саудовская Аравия, разрешение и помощь Соединенных Штатов в развитии ядерной энергетики. Строительство ядерных электростанций атомных и работы, которые могут, в конце концов, если будет необходимо, привести к ядерному оружию. На случай, если ядерное оружие появится или у Ирана, или у Турции. Хотя у Саудовской Аравии есть на сегодняшний день гарантии, что если надо, Пакистан поделится с ним своим ядерным оружием. Это две цели Саудовской Аравии. Трампу что нужно от Саудовской Аравии и от стран залива? Прежде всего, деньги. Соединенные Штаты находятся в критической финансовой ситуации. И он надеется получить от Саудовской Аравии и княжеств залива порядка $1 триллиона минимум, которые ему необходимы как воздух для огромного, дорогостоящего проекта развития искусственного интеллекта. Без этих денег, без того, чтобы этот проект был сделан, если в течение 5 лет Соединенным Штатам не удастся выйти в области искусственного интеллекта на передовые позиции в мире и не отстать от Китая, тогда история Соединенных Штатов как мировой державы закончится. Тот, у кого будет искусственный интеллект на самом высоком уровне, те останутся мировые державы. Те, у кого не будут, они уже, можно их списать, вывести из этого списка. И это огромные капиталовложения, и для этого Соединенным Штатам нужны деньги, которые обещаны Саудовской Аравии. Второе, что нужно Саудовской Аравии, исходя из мирового развития, использование искусственного интеллекта, использование электронных денег. Огромное, невообразимое, неисчислимое количество информации, которое увеличивается каждые несколько месяцев и требующее ее хранения, и автомобили с электрическим двигателем, ставят весь мир на необходимость резко увеличить выработку электроэнергии.
Электроэнергию добывают на основе топлива, энергоносителей. Нефть и газ. А это все на Ближнем Востоке, самые большие запасы. То есть необходимо также и скоординировать всю политику в области использования энергоносителей для получения электроэнергии. И потребность в них будет колоссальная, все в течение ближайших 5 лет, это приводит его и на Ближний Восток. Соединенные Штаты требуют от Саудовской Аравии, давят на нее, договоритесь и установите отношения с Израилем. Саудовская Аравия говорит, да, мы согласны. Но надо решить сначала палестинскую проблему. А в качестве решения палестинской проблемы прежде всего утихомирить Газу. Прекратить тот ужас, те военные действия, которые там ведутся. И опять-таки это приводит весь Ближний Восток к Соединенным Штатам и заставляет Соединенные Штаты принять какую-то позицию и принимать какие-то решения, а только она может принимать решения и исполнять, для того, чтобы решить все эти проблемы. В отношении Ирана цель Соединенных Штатов, так же как цель Ирана, договориться. И та, и другая страна знают, что цена этой договоренности с точки зрения Ирана отказ от ядерной военной программы, вплоть до ее полной разборки, и получение Ирану огромной, ну, не такой большой, как уже кажется, порядка 100 миллиардов долларов и больше, помощи и снятия санкций. Потому что перед Ираном самая большая проблема сегодня экономическая. Иран стоит на грани экономической катастрофы. Вот эти цели, которые стоят перед Израилем, Арабским Востоком и Соединенными Штатами, накануне и в процессе встречи Нетаньяху с Трампом. И почему она была так срочная? Следующая встреча, я это уже сказал Трамп, следующий этап это переговоры с Саудовской Аравией и с Катаром. Основными финансистами для Соединенных Штатов. Конкретно с самого легкого я могу начать. Встреча Нетаньяху с Ираном, с Трампом заморозила на долгий срок все планы по военной атаке Ирана. Соединенные Штаты против. То есть они не возражают, чтобы угрожать Ирану этим. Конкретно не стоит с точки зрения Соединенных Штатов на повестке дня военная атака Ирана, а переговоры с Ираном и договоренность, в чем американцы уверены, что они завенчаются успехом. Перебью вас на секундочку просто, вот 10 секунд. То есть, Яковлевич, правильно ли я хочу зафиксировать этот момент? Правильно ли мы понимаем, что в принципе американцы на данном этапе против войны, прямой войны с Ираном, чтобы Иран и Израиль вам воевали? Против. Они против какой-либо военной атаки на Иран и предпочитают решить все разногласия с Ираном и все проблемы в рамках переговоров, в результате которых ядерная военная программа Ирана будет закончена, прекращена. Все, кто пытаются представить это по-другому, или они не знают, или они намеренно создают впечатление более выгодное им, но не соответствует действительности. Хотя чисто с военной точки зрения, военные могут выполнить, и будет приказ выполнить, конечно. Но это сегодня не актуально. В отношении других проблем, первое и основное, что стоит перед Трампом, и что было подтверждено, это полное завершение той сделки, которая была подписана. То есть обмен освобождение заложников и вывод израильской армии из сектора Газа. Параллельно с этим Трамп сделал несколько заявлений.
заявления, которые произвели фурор. У меня они вызвали удивление, потому что такой степени глупости, непрофессионализма, тупости и поверхности, которую продемонстрировал Трамп своим идиотским предложением о переселении арабов из Газы в арабские страны, я даже не представлял. Я знал, что такое американцы. Но он превзошел, Трамп, вот этими своими выходками в несколько раз всю ту сатиру, которую по отношению к американцам и их тупости выражал Задорный покойный. Ну, американцы тупые. Что до такой степени может дойти. Но это так. Причем это не только Трамп. Это совершенно идиотская идея. Она не только идея самого Трампа. Вот его представитель, который полетел на Ближний Восток и занимается конкретно, он был в таком шоке от того, что он увидел в Газе. Практически там большая часть ее разрушена и непригодна к нормальной жизни. Около 80% зданий в Газе просто разрушены. От того, что он увидел и услышал, тысячи остатков домов, заминированных Хамасу, как-то они их заминировали в свое время, это все надо разминировать. Нет ничего, что может помочь людям нормально существовать там. И тогда, как типичный американец, поверхностный, туповатый, абсолютно неграмотный, он увидел, дома разрушены, что надо делать, строить. А поскольку Трамп, он не военный, не политик, не большой философ и не большой идеолог, а строительный подрядчик, который строил. Причем он не строил, он занимался покупкой земли, нанять прорабов, строительную компанию, построить и продать. Development такой, да. Для него сектор Газы – это строительная площадка. Вообще, я сделаю отступление. Для американского понятия, для американцев, в отличие от нас, родившихся и живших в нормальных странах, которые развивались, как и все страны, понятие «родина» не существует. Понятие «родина-мать» не существует. Для него существует государство – это недвижимость. Это территория, но американская территория это была вся куплена. Они ее покупали у индейцев. Это правда, да. То есть они приобрели недвижимость. И поэтому Соединенные Штаты для американца это недвижимость. И так он смотрит на все другие страны. И так американский нынешний президент. Так он смотрит на Канаду. Что такое Канада? Он говорит, а чего вам надо? Будьте еще одним штатом Соединенных Штатов. Ну, Канада противится очень сильно. Канада прям очень жестко. Ну, Канада жестко противится, Яковлевич. То есть понятие родина, национальная принадлежность, ничего. Для американцев это не существует. Это не просто слова. Прибыль и деньги – это основа, на чем основано американское государство. И поэтому также он относится к Мексике. Также он относится к Гренландии. Он говорит, а что, я ее куплю? Я ее куплю. А вы, гренландцы, ну чего вам стоит? Ну еще доллары дадим. Понятие родина, это нет такого понятия в американском сознании. А поскольку американцы поверхностны до ужаса, это вам трудно представить. Вот Трудно. Если он в течение 3 минут не понял, что вы ему сказали, а ему трудно понять, потому что его культурная база очень убогая, тогда он начинает мерить это своими примитивными мерками.
Если надо приложить усилия, чтобы изучить проблему, понять ее, другие народы, другие культуры, на это американцы не способны. Они даже не хотят этого делать. А в чем дело? Все же бизнес. И поэтому он отнесся к этой проблеме, одной из сложнейших проблем в истории. Проблемы на Ближнем Востоке, связанные с Израилем, с арабами, с арабскими странами, становлением арабских стран, культуры, часть из них идет, длятся тысячелетиями, столетиями. Это же проблема, я уже говорил, проблема внутри ислама между шиитами и суннитами. 1300 лет. Американские мозги такого понять не могут. И поэтому он относится к этому, к проблеме, и нашел решение чисто инженерное. Огромная стройплощадка, полно мусора. Шляются там какие-то люди, дети, и все, им там делать нечего. Они мешают строить, кормить их надо. Давайте мы их переселим. И когда для него это то же самое, как, допустим, взять из одного района штата Техас, перевести жителей в штат Аризона, чтобы на этом месте построить какой-то строительный комплекс. А в чем дело? Никакой проблемы нет. Но когда он начал говорить, и когда его спросили, а куда, так он сказал сначала, опять с американской тупостью и безграмотностью, Албания. Почему Албания? Да, почему? Мусульманская страна. Ну, албанцы и арабы – это разные вещи. Само собой. И Албания, да, она не густонаселенная. Кто сказал, что албанцы мечтают, чтобы там жили арабы еще с Ближнего Востока? Потом он сказал еще большую глупость, чудовищную, безграмотную. А вот Иордания и Египет примут беженцев. Почему? Иордания мне должна. И они мне сделают одолжение, примут беженцев. И Египет мне должен. И поэтому он мне сделает одолжение и примет беженцев. Он не понимает. В Иордании 3/4 населения – это палестинцы. Если туда добавить хотя бы 100 тысяч, а в Газе 2,5 миллиона, арабов, которые пронизаны идеологией братьев-мусульман, и они палестинцы, Иорданское королевство, королевство Иордании перестанет существовать. Его не будет. И вот он думает, что король Абдалла пойдет будет рисковать своим государством, потому что Трамп считает, что он ему должен. Он не понимает, что это такое. А еще большая глупость он сказал в отношении Египта. Египет до сих пор, хотя он участвовал и в войне за независимость, египетская армия участвовала, дошла почти до Тель-Авива, до Ашдода. И в ней участвовал и Насер, и Амер. Они воевали с нами в 1948 году. Но Египет так и не принял ни одного палестинского беженца. Нету палестинских беженцев в Египте. Египет отказался вернуть Газу под свою власть, потому что он не хочет палестинцев. Самый основной враг Египта – это братья-мусульмане. Вот сейчас в Синае немного населения, который сотрясается и с трудом Египет его удерживает из-за банд террористов исламского толка от ИГИЛа.
и до братьев мусульман. Вот туда надо добавить сейчас 1 миллион с лишним палестинцев, которые были под властью Хамаса, и многие из них сторонники Хамаса. Вот только это для полного счастья Египту не хватает. И Аль-Сиси на это пойдет. Каким трудом они избавились от Мурси. А сейчас они спустят Газу. И вообще все понятия у американцев о Ближнем Востоке, они настолько примитивные. Палестинские беженцы только в Иордании получили все права и гражданство. Не сразу, но получили. В Ливане есть от 400 тысяч до 500 000 палестинских беженцев. С 1948 года. 3-е поколение. Они не получили ливанского гражданства. Они не граждане в Ливане. А кто они? Люди, имеющие право жить, беженцы, у них нет ливанского гражданства. Палестинские беженцы, которые в Сирии. До сих пор никто из них не получил сирийского гражданства. Да и сейчас вряд ли получат. А? Сейчас Ашара начал об этом говорить при определенных условиях. Не дали. В Саудовской Аравии палестинских беженцев нет. В странах залива нет. А те, которые появляются без гражданства. И вот при таком состоянии, когда арабы сами не приняли палестинских беженцев, а те, которые оказались на их территории, они люди 3-го сорта, вот он хочет к ним добавить еще пару миллионов из Газы. Только потому, что они арабы. Только примитивные, безграмотные мозги американцев могут додуматься до этой глупости. Уже никто на Ближнем Востоке не собирается этого делать. Вот, Яков Ильич, я остановлю вас тут на моменте. Уж. Так озвучили версию еще из Сомали. Сказали, что можно и в Черную Африку переместить всех жителей сектора Газа туда, если арабы не примут, потому что, да? Там есть 2 территории, не буду полугосударственные. Так. Да, там небольшое население, там нет густого населения. Там постоянно идут племенные войны между сомалийцами. И вот на той территории, который какой-то очередной умник сказал, а давайте направим их туда. Единственное экономическое предприятие, чем там занимаются, выращивают верблюдов для Саудовской Аравии. Пустыня, песок, ничего нет. Воинственные племена, которые убивают одни других. И вот туда надо привезти беженцев из Газы. И они туда побегут. После Газы они побегут туда. Не хватает им того, что есть в Газе, а в Газе там тоже родовое общество, там тоже семьи, там тоже кланы. Смотреть на арабов Газы, там несколько десятков кланов или банд или что-нибудь. Ну так устроено. Сирия племенное общество. Ливане все, и друзы, и арабы. Даже христиане, племенные или семейные кланы. Куда их вести? Как вести? На чем вести? И что им делать? Но потом это вообще непонимание проблемы. То, что наши религиозные и националистические отморозки сказали, о, хорошо, теперь с благословения Трампа можно избавиться от арабов Газы. Никто никуда не поедет. Никого никуда не вывезут. Некого везти, некуда везти, невозможно везти. Это не пройдет. Но Трамп по своей типичной природной глупости плюс американской безграмотности и ограниченности ляпнул то, что он ляпнул. Что сейчас говорят его умные советники? Тихо, спокойно.
Там есть умные, но они молчат. Особенно при нынешней власти. Они говорят, ну он сказал, но это умрет само по себе. Потому что это нереально, это неосуществимо. Но формально ничего не было заключено, ничего не было подписано. Трамп сказал, но он много глупостей говорил за свою жизнь. Намного больше, чем умных вещей. И кто это сейчас помнит, и кому это радо? Так он сказал. Реально, что сейчас произойдет на Ближнем Востоке? Что происходит? Первое – это окончание и осуществление этого соглашения о освобождении заложников и ухода израильской армии из Газы. Это должно продлиться еще чуть меньше 2 месяцев. Если это идет, а тут уже честь Трампа и Соединенных Штатов на весах, они это сделали, и они отвечают, чтобы это было выполнено. И речь идет о заложниках, о наших заложниках. И это, как я уже сказал, грозит тем, что у Нетаньяху не будет правительства. Хотя многие думают, а можно сорвать эти переговоры. Срыв этого соглашения, это значит, что часть заложников не будут освобождены. Выдержит ли это израильское общество? Вряд ли. Второе, что сейчас делает Саудовская Аравия. И американцы сказали, слушайте, это наш план. У вас есть другое, предложите. Саудовская Аравия решила свой план урегулирования на Ближнем Востоке. Он касался не только Газа. Которая саудовская инициатива 2002 года, одобренная Лигой арабских стран, они говорят, мы ее сейчас предложим снова с некоторыми изменениями, которые отвечают нынешней обстановке. Окончательный результат этого плана – это создание палестинского государства. За этим стоит весь арабский мир. Это будет лежать на столе у Трампа и у всего мира в течение 2 недель. Параллельно они сказали Абу Мазану, президенту палестинской автономии, или кто хочет называть, палестинского государства в дороге. Слушай, ты, а может, ты тоже предложишь свой план урегулирования? Что ты все сидишь и ноешь? Предложи. И вот они сейчас тоже готовят к координации с саудовским планом свой план урегулирования проблем. И их планы будут более реальны, чем та глупость, которую спорол Трамп. И они будут базой для принятия решений. Потому что если Соединенные Штаты не пойдут на это, у них большая проблема с деньгами. А деньги есть только на Ближнем Востоке. Больше нигде денег нет. Англии нужны деньги, Европе нужны деньги, Германии нужны деньги, Ирану нужны деньги. Даже Сирия сегодня нуждается минимум $100 миллиардов, потому что Сирия разрушена. А денег нет. Денег ни у кого нет. Деньги, да, есть в Китае, но Китай по-другому расходует свои деньги. Не так, как американцы. И не так, как саудовцы. Яков Иосифович, вот вопрос такой. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич поддержал инициативу Трампа о переселении жителей Газа, но предложил свой вариант решения вопроса. Цитата. «План, предоставленный вчера президентом Трампом, является настоящим ответом на 7 октября», заявил Смотрич, комментируя события, приведшие к войне в Газе. «Мы теперь будем работать над тем, чтобы окончательно похоронить опасную идею палестинского государства». Поэтому, при этом израильские СМИ сообщают, что Смотрич выступил против предложения
предложение Трампа о переселении палестинцев в Иорданию или Египет. В беседах с доверенными лицами министр подчеркнул, что размещение беженцев в приграничных странах может дестабилизировать регион и создать угрозу безопасности Израиля, особенно на протяженной границе западным берегом. Правильно ли мы понимаем, что вообще уже не стоит вопрос о создании там двух государств, еврейского и арабского, а должно быть единый Израиль без какой-либо Палестины и вообще без каких-либо палестинцев в целом? Вот, как бы вот вы нам бы объяснили бы эту комбинацию довольно сложную? Смотришь, он человек с нацистской идеологией. Ну, националистической. С нацистской идеологией. Даже так. Прям. Когда человек говорит, моя жена не может лежать в одной палате, рожать ребенка, когда рядом с ней рожает ребенка арабка, это нацизм. Это не национализм. Это тоже Это неправильно. нацистская идеология. Как бы это ни называли. Смотришь, был под следствием службы безопасности за участие в еврейском терроре против арабов. Его не отдали под суд только по одной причине. Чтобы не сдать нашу агентуру среди этих подонков. Поэтому решили, хорошо, судить не будем, потому что иначе мы нашу агентуру сдадим. И я это знаю от следователя, парня, который его допрашивал. Он сказал, это подонок, которого умный, подонок, расист, нацист. Он говорит, мы сжали зубы, но мы ничего не могли сделать. Поэтому ко всему, что говорит этот подонок, я вообще не отношусь. Он для меня не существует. То, что Биби из своих циничных, мерзких, личных расчетов назначил его министром, так кого он только не назначал. Это не играет никакой роли. Он в Израиле не имеет никакого веса. И партия, во главе которой он стоит, она не проходит электоральный барьер на следующих выборах. Нельзя автоматически переносить понятия из одной страны в другую. В нашей стране слова министра или депутата парламента вообще не имеют никакого веса. Никто на них не обращает, смотрит, все знают, какими махинациями он это получил, какие у него умственные способности и вообще на каком развитии человеческом он находится. Поэтому серьезно относиться, Смотрич сказал. Никто серьезно к его словам, его и Бен-Гвира, последователя Рава Каана, еще одного нациста. Я помню Рав Каана. Когда Рав Каана, его выбрали в парламент, он был депутатом Кнессета. Когда он вставал, шел выступать, Менахем Бегин, Ицхак Шамир, все члены Ликуда в знак протеста выходили из зала. Они говорили, невозможно слушать этого нациста. Потому что Рав Каана, последователь которого и Смотрич, и Бен-Гвир, он предложил только 2 закона. Первый. За смешанный брак еврея и нееврейки, или наоборот, судить и отправлять в тюрьму. Я знаю только одну страну, которая приняла этот закон. Третий рейх. Нюрнбергские законы. Третий рейх. Да, но он это предлагал. Второе. За критику власти людей сажать в лагеря. Если это не нацизм, то что это? И вот их последователи, вот этих вот новоявленные нацисты, сегодня у нас члены правительства. К нашему позору. Это цена так называемой демократии. Но относиться серьезно к тому, что они стоят, занимают ту или иную должность, только потому, что Нетаньяху, чтобы сохранить власть, этих подонков он внес в правительство, чтобы не потерять большинство.
но никто серьезно к их словам не относится. Так что мне абсолютно все равно, что говорят эти подонки. Их место в тюрьме. У Бен-Гвира, министра, которого поставили во главе министра общественного порядка. 45 уголовных дел у него было. На него было заведено. 45 уголовных дел. Это достойная личность, чтобы стоять во главе полиции и службы тюрем. И в одной стране мира такого не бывает. Ну это да. Так что эти гримасы израильской псевдодемократии, нам они понятны. Но люди со стороны смотрят. Министр финансов. Когда я слышу их имена, у меня на 5 минут хватает той ненормативной лексики, которую я помню с детства в России. Без перерыва. Это единственное желание, что высказать по их поводу. Яков Ильич, надо сказать, что действительно печально, что вот в Израиле есть такие политики довольно националистического, я бы сказал, нацистского толка, как вы отметили, потому что народ, переживший трагедию Холокоста, ну как-то странно говорить про вот смешанные браки, очень странные такие вещи слышать, или там про то, чтобы там, где рожает арабская женщина или там не арабская, неважно. То есть это очень печально, на самом деле, что такие люди есть. Но в любом случае, да, если мы даже отодвинем их в сторону, да, вот этих, скажем так, персонажей, все равно ощущение такое, что как бы не было, при той трагедии, которую Израиль пережил 7 октября, а я настаиваю на том, чтобы называть это вещь своими именами, это трагедия. Мне, честно вам скажу, не симпатично то, что было сделано в секторе Газа, я скажу вам откровенно, но то, что началось 7 октября, это была первопричина, это повод, это террористический акт, и, извините меня, сожженные тела в кибуцах, но это забывать нельзя. Так вот, так или иначе, после всей этой трагедии, да, этой трагической истории, ну, многие, я не буду уж скрывать, говорили, что Израиль очень плохо закончит, что вот Нетаньяху там голову ему чуть ли не свернут сами же израильтяне, сами же евреи. Но, Яков Ильич, на дворе 2025 год, Трамп его принимает на очень хорошо, и вроде все нормально. Нет такого ощущения, что как будто бы Израиль проиграл. Да, Израиль репутационно немножко потерял, потому что на него такая трагедия выпала на его голову. Но все его главные враги обезврежены. Хамас ликвидирован, Хезболла ликвидирована, Иран ослаб, режим Асада пал. Но как бы по-другому это не охарактеризовать. Вот вы как бы это сказали. Вот это и объективная реальность. Геополитическое положение Израиля сегодня великолепно. Почти все враги Израиля или исчезли, или настолько ослабли, что они уже не угрожают Израилю. Последняя потенциальная ядерная угроза Ирана, она может быть решена без всяких военных усилий в течение ближайшего года. Переговорами с Соединенными Штатами и с Европой. В этом-то и трагедия. Проблема арабского террора существует. Ее надо решать. Но ее невозможно решить военным путем. Да, мы решили проблему в Газе. Разбиты все военные и политические структуры Хамаса. Но власть там должна быть какая-то. Людям Вот надо установить власть. О чем и речь? А проблема более широкая, я уже говорил. Чистая арифметика, без лирики, без всего. В Газе 2,5 миллиона населения. На территориях западного берега, то, что у нас называется Иудея и Самария, чуть больше 2,5 миллионов населения. Итого 5. И в Израиле около 2 миллионов арабов. Они те же палестинцы. Они чувствуют себя частью палестинского народа. Хотим мы этого или нет, хочет этого смотрит или нет. 7 миллионов человек.
7 миллионов палестинцев только на нашей территории. Я же не говорю про Иорданию, я упоминал. Я не говорю про Сирию. Я не говорю про Ливан, где они не являются, кроме Иордании, гражданами. Это проблема. Эту проблему надо решать. И не способом Трампа. Давайте переселим их в Албанию. Или в Марокко. Или в Сомали. Или в Гвиану в Латинской Америке. Они не исчезнут. Это 7 миллионов человек. Вот эту проблему надо решать. И нет этой проблемы другого решения. Кроме как создания для них своего государства. Какого? В каких границах? Какое? С какими средствами безопасности? Это другой вопрос. Но другого решения нет. Они не испарятся. Они не исчезнут. Они живут. И кроме террористов, это живые люди. Вот против батальона Хамаса, который был в лагере беженцев в Дженине. До сих пор лагеря беженцев на западном берегу Иордана. До сих пор. По именам их все знают. И там, в этом лагере беженцев, была крупная военная группировка Хамаса. Кто против нее первый воевал? Силы безопасности палестинской автономии. Они вошли туда. Они убили более 10 хамасников. Арестовали более 200. Палестинцы с палестинцами стали воевать. Да, но это полиция, это власть, это законная власть против террористов. С терроризмом надо бороться. Обязательно. Но без власти бороться с ними нельзя. А власть там может быть только арабская. Мы не можем владеть такой территорией, мы не можем владеть другими народами. Этого невозможно. Поэтому мы ушли с этих территорий. 7 миллионов человек, 5 миллионов, 2 миллиона израильских арабов, 5 миллионов арабов в Газе и на западном берегу. Они не могут быть без власти. А когда без власти, тогда появляются террористы. Другое дело, у меня могут быть претензии ко всем, кто поддерживает этих террористов из тех или иных политических соображений. Но проблему, в том числе и террора, можно решить только установлением нормальной власти, а не приводить террористов к власти, как мы это сделали в Газе. Власть не должна быть у них. Они должны быть вне власти. И как требует Абу Мазен, и как требуют палестинцы, как требует Саудовская Аравия. В каждой стране должна быть только одна вооруженная сила этой страны, то, что сейчас требует в Ливане. В Ливане носить оружие может быть только ливанская армия и ливанская полиция. И никаких больше образований. Ни Хизбалла, ни Хамас, никто. Но эти 7 миллионов человек между морем и рекой — это проблема. А сколько там евреев? Нас чуть больше 8. Все. Мы хотим смешанное государство? Или мы хотим наше национальное еврейское государство? Те, которые хотели смешанное государство, им нечего было приезжать в Израиль. Жили бы там, где они жили, среди других народов. Но создали это государство только с одной целью, чтобы у евреев было свое национальное государство. Но не за счет других. И поэтому то решение, которого религиозные националистические фанатики боятся как огня, боятся говорить об этом. Но от этого никто не убежит. Историю не переломаешь. Все идет к тому,
что этот процесс сейчас начнется. И уже первая ласточка. Биби засекретил некоторые пункты и не дает знать израильской общественности все пункты соглашения с Хамасом. А уже произошло то, чего он не хотел. Он сказал, никогда не будет. Контрольно-пропускной пункт Рафия сегодня. Там находится египетская полиция, которая его охраняет. Представители европейского сообщества. Но кто всем этим управляет? Представители администрации палестинской автономии Абу Мазана. То есть они уже появились на территории Газа, они уже управляют КПП Рафех, и все это знают, но все делают вид. Нет. А Биби говорит, нет, мы их не пустим. Пустили и пустят. И вот этот первый шаг. И самое главное будет, не визит Биби в Вашингтон. Улыбки там были, демонстрации были. Конкретно ни одного нового решения не было. Кроме, как объявили Биби, вопреки тому, что говорят всякого рода пропагандисты со всех сторон, с Ираном сиди спокойно, мы решаем эту проблему. А вот сейчас что начнется? Это переговоры с Саудовской Аравией. Это новая саудовская инициатива. Это требование арабских стран, каким должен быть процесс и в секторе Газы, и между нами и палестинцами. Потому что это основная проблема. Обо всем этом и ни о чем из этого на встрече между Трампом и Нетаньяху не говорилось. Биби не говорил об этом, потому что он этого боится. А Трамп и американцы не говорили о этом, потому что они американцы. Как говорил Задорный, тупые, не понимают, чем они занимаются. Я только могу выразить надежду, но я не уверен, что когда Трамп с его компанией начнут переговоры с Россией по поводу стратегической безопасности и положения и войны на Украине, они будут менее тупыми, менее безграмотными, чем когда они полезли сейчас решать проблему на Ближнем Востоке. Но исключать этого нельзя. И поэтому на примере той дурости, которую сделал Трамп сейчас, и России, всем надо принять во внимание, что завтра этот дурак может спороть еще какую-нибудь чушь. И сделать. Он президент, он стоит, вот это, стоит во главе мировой державы, от которой зависят судьбы мира. Конечно. И это надо принимать во внимание. Ну, во всяком случае, Яков Иванович, мы будем надеяться на то, что все же Трамп, во всяком случае, опять же, может быть, зря и надеемся, но будем все, тем не менее, надежда умирает последней. Будем рассчитывать на то, что Трамп это человек, который все же будет отличаться от Байдена и в каком-то смысле, если не станет хоть голубем мира, но хотя бы предпримет какие-то шаги для того, чтобы конфликты в тех или иных уголках мира хоть на какое-то время были прекращены. Для того, чтобы хотя бы была какая-то передышка, люди могли бы просто-напросто отдохнуть от всех вот этих напряжений. На Ближнем Востоке всегда будет горячо. Мы это уже поняли с вами. Вы это давно знаете. Не мне это точно говорить. Но мы оптимисты с реалистичным уклоном. И мы надеемся, что все-таки все равно и светлые времена ждут этот непростой и горячий регион. Яков Иосифович, огромное вам спасибо. К сожалению, время наше подошло к концу. Понимаем, что вы тоже ограничены по времени. Мы благодарим вас за то, что вы так, как всегда, глубоко, детально проанализировали суть тех вопросов, которые мы вам сегодня задали. Я уверен, что наши зрители, как всегда, по достоинству оценят нашу сегодняшнюю программу и лучше, еще лучше поймут, что же происходит и как протекают процессы на Ближнем Востоке.
Яков Ильич, огромное спасибо. Спасибо, что пришли к нам сегодня, подключились к нам сегодня онлайн. И надеемся, что скоро с вами увидимся и в студии. Дорогие друзья, у нас сегодня был в гостях общественный деятель, экс-руководитель израильской спецслужбы Натив Яковлевич Кедми. Человек, который не понаслышке, а просто по определению блестяще разбирается в тонкостях Ближнего Востока. Уж мы-то знаем точно, что говорим. Смотрите нас на платформах YouTube, Рутуб и ВК. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания.